Оно сгорело! Оно сгорело! О, блин, оно сгорело. О, Ты посмотри. фак. Юля Нет. Высоцкая. Слушай, да, это же Что фирменное, по Юлии Высоцкой. Ну А, и чё, а как? Надо что-то сейчас нам придумать. Пойти на другую кухню. Всем привет! Я Ирина Крикуненко, и у меня в гостях Саша. Привет. Вы на моем канале «Давай попробуем». Пожалуйста, подпишитесь, поставьте лайк и напишите ваш комментарий. Это очень-очень поможет в продвижении моего канала. Кстати, у меня первая 1000 подписчиков, мы бесконечно рады этому. Спасибо вам, спасибо, что смотрите, спасибо, что остаетесь с нами. Пишите ваши комментарии. Сегодня мы будем готовить завтрак. Ну, как раз, да, утро. Утро, доброе Да. утро. Ты предложил готовить банановые панкейки и, как заказывал, супер перезрелые бананы. Вот, Ты подошла очень ответственно. ну, на мой взгляд, они оба перезрелые, поэтому выбирай, не знаю, Тебе какие больше нравятся? Белые или черные? желтенькие. Желтенькие. Ну, давай на камень-ножницы. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Я выбираю. Ну, давай, хорошо. Я не знаю просто, что с этими делать, посмотри. Но это, поверьте, это будет очень вкусно. Потому Ты что... хочешь этот? Да. Окей. Ты будешь мять вилкой, а я буду блендерить. Мне очень интересно, какая получится текстура. Возможно, по моим догадкам, это будет более воздушно. Или Наоборот. это может быть резиной. Вот. Вот, в конце Все мы мои узнаем. банановые панкейки. Да, ты говорила что-то про резиновые, резину. да. Моя дочь очень любит и Блендерила? постоянно заказывает. Нет. Мяла, Мяла, но рецепт другой. жала, терла. Вначале нам нужно взвесить бананы. Нам нужно 200 грамм. Обычно это 2 банана. Зависит от размера. Да. Оп, Граммы. 77. Канарские бананы Да. обычно, Они самые ароматные. они самые маленькие и стоят дороже. И стоят В 2 раза. Как у тебя утро происходит? Ой, я обожаю утро субботы и воскресенья. Да. Никуда не Все надо. остальное это стресс сплошной. Я мечтаю просыпаться без будильника, делать кофе, сидеть, медитировать. Но пока это только в мечтах. Мне. Окей, много. Так. А ты? Как ты просыпаешься? Расскажи, рано ли? Жаворонок ли совали? Нет, Еще голубь есть, я... знаешь, голубь. Который всех задал? Нет, есть дятел. Который всех задалбливает. Не бойтесь вот этих всяких темных штук. Это в будущий ваш аромат, вкус в панкейке. Это просто куча крахмала. Из неспелых бананов, из зеленых готовить эти панкейки не получится. Они, ну как бы получится, но они не будут ароматными. Я жуткая сова. У меня все какие-то крутые идеи, активности, они всегда приходят только ночью. Желательно, чтобы это было 2-3 часа. Вот, мой препод по гончарному делу говорил, что... Ты еще и гончарным делом занимаешься? Я обожаю гончарку. Столько вот узнаю сегодня про тебя. Да. Короче, мять надо, чтобы вилкой... Чтобы Ты вилкой меня ковырять. отвлекла! Я же блендерю. О, боже! Так. Пока все окончательно не размял, можешь Да. поблендерить. В классическом рецепте мнем. Да, мнем. Но Саша решил сделать свой рецепт сегодня. Да, мне нравится экспериментировать. Ты размяла? Короче, покажи, чтобы не было комочков. И еще есть. Мне. Комочки есть, поэтому продолжаю Так. мять. А я разогрею молоко. Ой, у меня есть капучинатор, если что. Ну, Я разогрею молоко. Ты взбиваешь, ты не мнешь, поэтому у тебя комочки. Надо мять. хорошо. Мять. Вот. Вот так. Вот так вот. Раз, так вот. Клик. Может, ложкой лучше? Вилкой лучше. Ну, ладно. Пойдет. Пожалею тебя.
экзамен сдан. Ну, короче, мы народ. Посмотрим на... Ира халявит. Вот. Вы не должны сбивать. Нужен такое мягкое банан? пюре без комочков. Ну, окей, сойдет. Оставляй. Будут кусочки. Мой препод Андрей говорил, что он мне объяснял его видение, почему вот у меня приходят всякие идеи, у него то же самое. Потому что вокруг тебя люди ложатся спать, они успокаиваются, ни о чем не думают, и очищается эфир. И на тебя снисходит вот это вот все. Вот это. Ты такой: так можно было так сделать, а я хочу вот так сделать, я хочу это. Но есть расплата. Спать когда? Магия утра. Магия Вот когда ты утра. вот это... Ну, да. А я думала, что я просто тоже активничаю ночью, у меня черная луна там в каком-то гороскопе, и это значит, что у меня активность проявляется ночью. Может, у тебя тоже есть черная луна? Не знаю. Луна, луна. Цветы, цветы. Надо добавить яйцо в размятый банан. Берем одно яйцо. Берем одно яйцо. Рецепт вы можете найти под видео. Оп. Шмякайте об Два. стол, не бойтесь. Прям сильно можно шмякнуть. Оп. И все. Вау. Даже не растеклось. А долго учиться надо? Нет, надо просто шмякнуть, подумать о человеке, которого ты очень любишь, в кавычках. Так, что-то Тогда мое получается. молоко. И что же ты делаешь, когда ты спишь в итоге? Сиеста испанская? Не могу. Нет? Вообще, у меня дневной сон — это что-то из разряда вон, мне как-то не спится. Я буду мучиться, ходить как зомби, вот, но лягу только ночью. Следующий этап у нас — добавить разогретое молоко. Та-та-та-та-та. Ты знаешь, так чай в Турции льют. Давай, да, сравним наши консистенции. Вот. У меня с кусочками. Так, далее мы должны просеять муку. Кстати, вот ты занимаешься хлебом, да? Да. И Муку не ты просеиваю. муку не просеиваешь. Да. Порке. Сейчас Столько. сотня домохозяек будет тебе кричать о насыщении муки кислородом. Я не знаю, по-моему, Может, дрожжам дышать нечем, может быть. у меня закваска, она дышит. Сама. Сама дышит. Слушай, ну там знаешь, сколько просеивать? 5 килограммов? Вот такое сито надо. Не, вообще надо, не надо. И для меня это вопрос. У меня в каждом рецепте я вижу: просеять муку. Просеять в муку. кондитерке, Не да. подымется. В кондитерке, да. А вот в хлебопечении, ну где-то я встречала, что надо, но если хочется Ну, делать. короче, нам хочется. Мы уже сюда добавили разрыхлитель, и это Не нормально. забывайте разрыхлитель, иначе Да. они не поднимутся. Да. Помоги мне. Хочешь я? Помоги. Слушай, у меня такой стакан классный был, а я его... Вот этот вот киевский. Вот, да. Да. Руку тренировать. На самом деле, я хотела тебе задать такой вопрос. На каком масле жарить? Это вечный вопрос, потому что, знаешь, испанцы жарят на оливковом. На холодном отжиме не жарят. Не жарьте на подсолнечном масле, это ужасно. Сливочное масло быстро горит. Вот я пришла к выводу, что гхи – это лучшее масло, на котором стоит жарить. Ну, я соглашусь с тобой. Вообще, как выбирать масло для жарки? Нужно понять его точку дымления, точку горения. Мы будем жарить на сухой сковороде, но мы добавим туда кокосовое масло. Можно его заменить растительным обязательно, чтобы оно было без запаха, то есть рафинированное. Надо выбирать масла с высокой кислотностью. Легче стало? Нет! Мне тоже. Стало сложнее, я ничего не понимаю. А где кислотность? Вот, и пойди разбери. Я тоже искал эту кислотность. Ты пробуешь? Пробую. Я все пробую. Ну, мы можем попробовать. Да. Кстати, я купила масло кхи козье. Представляешь? Да ладно. Да. Такое есть. Есть. Ну а почему не быть? Оно знаешь, как красиво выглядит? Вот Офигеть. у нас есть масло кхи Да. обычное. Да. Кхи это, ну, не обычное топленое масло, это Это обычное топленое масло, которое просто
томится часами. Нет, оно просто особым способом. Да какими часами? Оно просто топится очень долго. Нет. Да. Нет. Да. Да, смотри, я просто масло расплавила, собрала вот эту верхушку, осадок оставила, все остальное слила. Вот и получилось кхи. Вообще, ты можешь открыть окна, потому Да. что здесь будет очень душно. Ты пригласила самого душного человека, которого могла позвать. Нет. No way. На, пробуй. Ну как? Нравится? Да. А это, ну это же не ты Это обычная. топила. Нет, не я, конечно. Я же купила. этикетку вижу. Да. Какое выбираешь? Для чего? Для себя? Слушай, ну мне очень интересно, и вообще, как бы с козой такая история, ее молоко, как у меня есть информация, что оно полезно для взрослого человека в любом... Да. Короче, оно полезно в любом возрасте, и это связано еще с тем, что кальций... Это ты мне что? Мешать? Спасибо. Прости, перебила. Да. Кальций содержится в какой-то там ионной форме, в отличие от коровьего молока. Мы, кстати, немножечко Неправильно сделали? Да, неправильно сделали. Мы должны были добавить сахар. Не забудьте. Не забудьте добавить сахар. Когда добавляете яйцо. У нас тесто достаточно жидкое. Вот, сахар совершенно спокойно растворится. Мы добавляем его. И соль. И соль. Да. И соль вместе с сахаром, кстати, во время яйца тоже надо добавить. Масло мы добавим в самую последнюю очередь. В данном случае оно кокосовое. Почему? Потому что кокос имеет? Правильно, приятный запах. Да. Да. Можно взять подсолнечное. Можно взять подсолнечное, растительное, рафинированное, чтобы не было именно вкуса, запаха подсолнечника. Не рекомендую использовать сливочное, потому что если у вас этот панкейк полежит, и особенно если он полежит в холодильнике, он будет ломаться. Последний этап. Хорошенько все это смешиваем. Ты успеваешь утром приготовить такой завтрак? Нет. Это вот во сколько надо встать, чтобы собрать детей, привести себя в порядок, пожарить? Для меня надо встать где-то в 6:30. Мы замешали. Получилась вот такая штучка. Да. У тебя... Но у меня более однородная, это понятно, потому что это блендер. Жарить их. Да, жарить на сухой сковородке. Будем сейчас ловить температуру. Да. Что-то новенькое. Разбор сковородок. Разбор сковородок. Надо же на чем-то жарить. Соответственно, все эти блины, панкейки жарятся на блиннице. Вот. В принципе, она у тебя совершенно нормальная, если не брать наш любимый всеми, в кавычках, тефлон. Я, кстати, в первый раз буду делать на стали. Сейчас это будет, наверное, все жутко пригорать, но мне интересно. С Богом. По центру. Ну ладно. А я несколько хотела. Ты несколько хотела? Да. Окей. В целях экономии времени. Пусть будет 2 для начала, да? Ок. Я надеюсь, не комом. Сейчас пошли вот эти пузырьки. Это прям очень хорошо. Это значит, работает разрыхлитель. У нас они будут пышненькие. Наша задача дождаться, когда они все покроются с такими дырочками будут, вся эта поверхность. И тогда будем переворачивать. Если переждать, чтобы здесь тоже схватилось, уже такая не глянцевая поверхность, а матовая будет, то тогда мы будем иметь не одинаковую текстуру у наших панкейков. А когда есть дырочки, но еще глянцевая поверхность, и мы перевернем, то они будут с двух сторон одинаковые и красивые. Сколько информации. Да. На семерочке, да? Да, пока на семерочке. Возможно, мы дальше будем менять, потому что сковородка должна прям хорошо прогреться, но не перегреться, чтобы у вас ничего не подгорало. Сковородка сухая, запах пока мне нравится, пока ничего еще не горит. Но мы ждем. Можно, кстати, чуть-чуть попробовать.
Оно сгорело! Оно сгорело! О, блин, оно сгорело. О, Ты посмотри. Юля Нет. Высоцкая. Слушай, да, это же Что фирменное, по Юле Высоцкой. Ну Ад. и чё, а как? Надо что-то сейчас нам придумать. Пойти на другую кухню? У нас Тогда просто можно вот даже ложкой наливать. такой эксперимент. Да. Я не дышу. Пюре. Есть. Да. Ну, ждем на шестерочке, да, чтобы не сгорело. А, Я сегодня Да. уже попробую их или нет. Ой, да, я очень хочу. Они пахнут этим кокосом, этим бананом. Слушай, Мы наш- должны дождаться, пока будут здесь пузырьки такие пока прям мы пошли. Ну вот Пока по мы краю ждем вот они вот по свой чуть-чуть, завтрак, вот они пошли. плавно переплываем Которые в переходят. обед. Да, переходим в обед. Подходит для субботы и воскресенья на бранч. Это подходит, если у тебя много свободного времени. У кого много свободного времени сейчас, я не знаю ни одного человека. Вот они пошли, эти пузырьки. Эта сковородка дольше разогревается, мне кажется, нет? И это хорошо, значит, она более стабильна в своей температуре, будет дольше остывать. И меньше пригорать. Ну, тут как бы и поверхность. Можно так попробовать. Видите, отлипает. Все хорошо. Все красиво. Вот. Вот сейчас самое время, чтобы его перевернуть, потому что когда мы будем переворачивать, все вот эти пузырьки, они закроются. Ну, пока. Это что-то бледное Пока что он бледный. и не особо аппетитное. Ну, Вот. мы его польем чем-нибудь. Но нет, мы просто сейчас догреем сковородку хорошенько. Это начнет, это все зависит от температуры. Вот мой более жидкий. Он, Но не, Ну. но не менее плохой. да. Не более. Пока это, знаешь, для панкейки, для каких-то этих диетические, они какие-то. Вот. Они всем своим видом говорят, что ППшные панкейки. ППшное, диетическое что-то. ППП. Понимаю, что прям нижняя часть как бы готова, чтобы не особо их там трогать. Они вот здесь вот прям так хорошенько начинают подниматься. Вот, а ты знаешь, вот Да. когда печешь оладьи, то нужно там вилкой так тык-тык-тык. Здесь не надо? Нет. Чтобы не М. пропеклись лучше, нет? За, Это вот за румянем. Первый панкейк всегда Никогда я так бледный. не делал, но за румянем. Кстати, если вот так вот потереть, мы увеличиваем дополнительно Мы добудем огонь. температуру. Да. Передадим свою энергию этому дранику, оладжику, панкейку. Вот, смотри, посмотри. Вот это кусочки пробуем. банана. Мгм. Прям, это ну, же мне неплохо. кажется, это круто, да. Да. Это красиво, это вкусно. Прям и бананчик у тебя есть, и тесто. Помню, я как-то делал круассаны. Ой, это очень сложно. Я не умею. Юлия Высоцкая, Вот. опять привет. Он на грани. Так, это сигнал, что надо уменьшить газ. Ну, наконец-то, Саша. Серьезно? Ты большой молодец. Я очень рада, что мы сегодня наконец-то попробуем эти Ключевое панкейки. слово «наконец-то». Наконец-то. 2 Пробуем. часа. 2 часа и панкейки готовы, поэтому Да. планируйте ваше время заранее. Пробуйте. Я вообще люблю со сметаной, люблю пожирнее Так. это все. Вот, но сегодня у меня есть сливки. Как ты относишься к сливкам? Прекрасно. Ты не на диете? Нет. Я тоже. Нам можно все, да? Да. Давай. Масло. Говори, когда стоп. Еще? Да. О май гад. Вот так вот. Вот так вот прекрасно. Да. Ну что же, Давай попробуем, да? давай попробуем. Приятного аппетита. Ну как, резина, не резина? Не резина, очень вкусно. Я просто хочу его весь съесть. Потому что уже время обеда. Ты вообще восстанавливаешься после вот этих съемок, казалось бы, это там на Слушай. выходе 10 минут, а мы убили просто полдня. Сейчас мы раскроем что все делать? секреты. Все Что секреты. делать? Я вот вчера буквально посмотрела классный рилс для того, чтобы нервная система отдыхала, восстанавливалась. Неважно, это неделя или это там пару часов, обязательно, чтобы выполнялось 3 условия. Первое.
ты не должен нести ответственность ни за кого. Никаких клиентов, никаких детей. Просто вот ты ни о чем не думаешь. Второе. Ты должен получать удовольствие. С этим, ладно. С этим проблем нет? Нет, с этим проблем нет. И третье. Не должно быть конкурентов. Ну, то есть с подругой я не поеду отдыхать. Понимаешь? Чтобы на отдыхе как перезагрузиться, чтобы ни за кого не отвечать, чтобы это было... Кайфовать и не конкурировать. Вот не эти три конкурировать. условия, и тогда твоя нервная система отдыхает, и ты восстанавливаешься. Прикольно, надо попробовать. Напишите в комментариях, как вы восстанавливаетесь, отдыхаете и перезагружаетесь. Нам очень интересно. И готовьте панкейки. Подписывайтесь на канал обязательно. Нам будет очень приятно видеть вас в числе наших подписчиков. Всем Да. пока! Пока.